Приветствую, друзья, на канале Каска. В этом видео по PUBG вы узнаете, как повысить FPS с новым патче, избавиться от лагов и фризов, сделать более стабильный фреймтайм, а также подберем с вами оптимальные настройки для слабых систем и более мощных. За большие пальцы вверх и подписку на канал буду благодарен. Готовьте ваши ручки и погнали! Первое, с чего мы с вами начнем, это самое важное — настройки в PUBG. Залетаем в игру, нажимаем на шестеренку, настройки и начинаем по порядку. Запись основных моментов. Выключаем. Режим отображения. Если вам потенциально нужна более низкая задержка, ставим полный экран. Если наоборот быстренько сворачиваться, как это обычно делаю я, ставим без рамок. Разрешение по соотношению к вашему монитору. Но, как вы уже могли догадаться, на слабых системах для более высокого FPS можем понизить наше разрешение. Картинка, конечно же, ухудшается, становится все пиксельным, некрасивым, но зато FPS у нас растет. И еще одно но, только в том случае, если наш процессор может справиться с более низким разрешением. Как вы знаете, чем ниже разрешение, тем больше нагрузка на процессор. Поэтому сборочка должна быть более сбалансированная. Иначе смена настроек графики либо разрешения никак не повлияет на итоговый результат. Ограничение FPS для лобби. Ставим 60 FPS, лимит FPS в игре. Без ограничений. Если в теории мы хотим с вами залочить наш FPS и самое главное сделать стабильный фреймтайм, для этого нам пригодится MSI Afterburner, а именно Riva Tuner. После загрузки и установки MSI Afterburner открываем Riva Tuner и находим фрейм rate. Как по мне, самый проверенный вариант — это берем среднее значение по FPS. В таком случае мы получаем ограничение по FPS и самое главное стабильную отрисовку времени кадра, что в свою очередь влияет напрямую на более плавный геймплей. Сглаженная смена кадров. Отключаем. Яркость. Я обычно слегка завышаю, тут все индивидуально, конечно же. Одинаковая яркость для всех карт, тоже по желанию. Применяем настройки. Переходим на расширенные. Масштаб отображения. Если вы не хотите понижать ваше разрешение, но нужно повысить немножко FPS, самый лучший вариант — это понизить масштаб отображения. Ниже 85 не рекомендую ставить. Поле зрения от первого лица. Я ставлю максимальное 103. А теперь начинается самое интересное. Эй, братик, послушай. Я тут проштудировал интернет и в поисках топовых интернет-магазинов для покупки игр и пополнения Steam аккаунтов. И знаешь, что я обнаружил? Что на Case4Gamers минимальная комиссия от 3%. Между прочим, одна из самых низких на рынке. Пополнить можно абсолютно любой аккаунт. Россия, Казахстан и много других. А ассортимент здесь действительно богатый. Игровые ключи, софт, подписки, подарочные карты и даже Windows. Приобрести очень просто. Выбираем интересующий нас товар, обязательно убеждаемся в доступности нашего региона, добавляем в корзину и переходим к оплате. Можно оплатить по СБП и даже криптой. Обязательно применяем код скидки, это Каска, который сэкономит вам целых 15%. Разве это не чудо? Если возникнут какие-либо проблемы, в чем я сомневаюсь, тем не менее поддержка всегда рядом. И, наверное, не менее важная особенность — это регистрация аккаунта. Для того, чтобы отслеживать свои заказы, вдруг чего открывать различные споры. И тут же мы можем увидеть, что каждый продавец проходит обязательную верификацию, а активные пользователи получают бонусное вознаграждение. Ссылочку на Case4Gamers я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. А теперь возвращаемся к ролику. По сути, есть два самых основных пресета. Первый пресет, который работает на всех системах исправно, лучше всех. Высокий FPS, красивая картинка и так далее. Ничего не выдумывая, ставим на очень низкое. Многие так играют и многие в принципе довольны. А вот уже для более мощных систем, где мы хотим получить максимальное качество картинки, при этом не переплачивая производительностью за то же самое качество. Что я нашел по своим тестам? Сглаживание. Ставим на ультра. Это того стоит, особенно если у вас 2К монитор. Для мониторов Full HD возможно будет мыльцо. В таком случае повышаем немножко резкости. Постобработка. Низкая. Тени. Низкая. Текстуры. Ультра. Эффекты. Очень низкая либо низкая. Растительность. Очень низкая. Дальность видимости. Тоже очень низкая. Как здесь у нас указано, данная настройка не изменяет дальность прорисовки игроков. Можете не переживать. Потому что эти вот настроечки очень сильно кушают наши FPS. Увеличить резкость.
Для Full HD моников можно включить. Вертикальная синхронизация выключаем. Если у вас старый монитор, на котором нет поддержки FreeSync, тогда придется включить. Размытие движения выключаем обязательно. В шутерах это вообще ни к чему. И версия DirectX на более свежих видеокартах, допустим, от 4000 серии, либо RX 7000 серии, можем поставить DirectX 12. По моим тестам, даже на 3060 Ti разница практически нулевая. Для старых и слабеньких систем можно поставить DirectX 11 Enhanced. Говорят, что он более производительный. И у нас получается по настройкам графики как-то так. Нажимаем «Применить». Переходим на звук. Музыку я обычно выключаю. Громкость интерфейса где-то на 40. Громкость эмоций выключаем. Звук пинга. Тут по желанию я обычно выключаю. Звуки оружия. Если вы бумер, ставим наследие. Если вы зумер, обновление. Голосовой чат. Тут рекомендую поставить как минимум канал голосового чата. Все не надо, это лишнее. А громкость понизить до 30. Можно даже чуть-чуть тише, чтобы не слышать различные крики. На вкладке управления тут все опционально. Вкладка игровой процесс. Можно подергать режимы цветовой слепоты. Раньше я их включал, некоторые были прикольные. Сейчас играю на обычке. Цвет прицела. Мне нравится голубой. Это не то, о чем вы подумали. На вкладке функция. Рекомендую здесь поклацать и кое-что изменить. Это режимы огня, поставить на авто, там где у нас автоматики и так далее. Другое. Повторы и записи смерти выключаем. Сеть включаем, конечно же. Сбой GPU я обычно выключаю. И нажимаем «Применить». Далее наша задача перейти на рабочий стол и слегка оптимизировать нашу систему. Но после небольшой рекомендации своего Boosty. Ребятки, если у вас есть желание, а самое главное возможность, можете поддержать мой канал подпиской на Boosty. В знак благодарности вы получите мой архивчик с оптимизацией как Windows 10, так и 11. Он активно развивается, стараясь в каждой новой версии добавлять что-то новое. Там же находится гайд на 30 минут, как всем этим пользоваться. Плюс иногда публикую разные твики, отдельные настройки для некоторых игр и все возможные архивы в одном облаке. А также у меня есть Telegram, в котором я делюсь игровыми новостями, когда следующий ролик и так далее. Ну и конечно же наш Discord сервер. Мы там общаемся, играем и решаем проблемы, которые у вас могли возникнуть. За любую активность буду благодарен. Отвечаю всем и постоянно. Ссылочки в описании. На рабочем столе нам с вами нужно будет слегка оптимизировать нашу винду под игру. А начнем мы с вами с настроек видеокарты. Если у вас видеокарта от AMD, нажимаем PKM на рабочем столе, AMD Software, переходим на игры, открываем PUBG. И если у вас здесь что-то включено, отключаем. Нас интересует только антилаг, его по-любому включаем для онлайн игр. Иногда можно включить Image Sharpening, для того чтобы слегка повысить нашу резкость, допустим 20 или 30%. Но будьте осторожны, в некоторых ситуациях это может вызвать небольшие артефакты на расстоянии. Нажимаем дополнительно и находим качество фильтрации текстур. Ставим на производительность. А режим тесселяции мы можем выбрать переопределить настройки приложения и ее полностью отключить. Если отключать тесселяцию, то на очень слабых видеокартах. Если у нас видеокарта от Nvidia, открываем панель управления Nvidia, переходим на программные настройки и находим в списке PUBG. Все оставляем по умолчанию. Единственное, что частота обновления вашего экрана высшая, доступная, режим кэша шейдеров 10 ГБ, режим низкой задержки. Если в игре вы используете NVIDIA Reflex, тогда выключаем. И наоборот, если вы выключаете NVIDIA Reflex, тогда включаем режим низкой задержки. Режим управления электропитанием. Для онлайн-шутеров я рекомендую режим максимальной производительности. И сам внизу находим фильтрация текстур качества. Ставим на высокая производительность. Плюс, если ваша система поддерживает ребар, обязательно в BIOS его включаем. Следующее, что мы с вами сделаем, это слегка настроим Steam. Открываем Steam, в левом верхнем углу нажимаем Steam, настройки, друзья и чат. Анимированные эффекты выключаем. Уведомления. Когда друг заходит в игру, я рекомендую выключить. И тем более, когда друг подключается к сети, тоже выключить. Чтобы это лишний раз не отвлекало. На вкладке библиотека ставим галочку на упрощенный режим. Запись игр. Выключаем. Remote Play. Тоже выключаем. Далее нажимаем PKM на PUBG. Свойства. Если вы играете в соло, Overlay Steam в игре выключаем. Контроллер. Отключить систему ввода Steam. И все остальное оставляем по умолчанию. Нажимаем поиск, пишем параметры. Переходим на система, дисплей. И сам внизу находим
графика. Нажимаем на доп. Графические параметры, и здесь нас встречает планирование GPU с аппаратным ускорением. Как гласит описание, повышает производительность и понижает задержку. На самом деле данная функция индивидуальна для каждой системы. Где-то может вам прибавить производительность, где-то наоборот убавить. Что я рекомендую сделать? Если у вас она по умолчанию выключена, мы ее включаем, делаем перезагрузку нашей системы, залетаем в PUBG и проверяем нашу производительность. Если все хорошо, так и оставляем. И наоборот, если у вас она включена, выключаем. То же самое. Перезагружаем нашу систему, залетаем в PUBG и проверяем. Опустившись чуть ниже, находим добавить классическое приложение. Если у вас десятка, будет написано обзор. Переходим в Steam, Steam Apps, Common и PUBG. Далее TSL Game, Binaries, Win64. И здесь мы находим приложение TSL Game. Добавить. Нажимаем вот сюда, параметры GPU. Выбираем высокопроизводительный. Если у вас две видеокарты либо ноутбук, выбираем ту видеокарту, которая наиболее производительная. Оптимизация для игр в оконном режиме. Если вы играете на DirectX 11, тогда можете включить. Если на 12, опционально можете даже выключить, так как разницы никакой не будет. Далее переходим на вкладку игры. Геймбар. Обязательно выключаем. Игровой режим оставляем включенным. Переходим на спецвозможности, визуальные эффекты и эффекты прозрачности с эффектами анимации выключаем. Далее открываем этот компьютер, PKM на компьютер, свойства, доп. Параметры системы, вкладка быстродействие, параметры и ставим галочку на обеспеченное лучшее быстродействие. Обязательно ставим галочку на сглаживание неровностей экранных шрифтов, чтобы наш шрифт не был пиксельным. Если у нас вылетает PUBG, переходим на дополнительно, виртуальная память, изменить, убираем галочку с автоматически выбирать объем файла подкачки, выбираем диск C и ставим галочку на размер по выбору системы. Нажимаем задать и ОК. После всех этих настроек перезагружаем нашу систему. Если вылет это не исправило, тогда ставим галочку на указать размер и для 16 ГБ пишем 4000 исходный и максимальный. Для 32 2000. Для 8 гиг начиная от 6000, 8, 10 и так далее. По сути, базовые настройки мы с вами сделали. После этого залетаем в PUBG и проверяем наш FPS. Если все хорошо, все нас устраивает, закрываем видос и наслаждаемся PUBG-шкой. Если нам нужно еще больше FPS, тогда по ссылочке в описании качаем мой архивчик. Находится в телеге либо в дискорде, где вам удобней. Называется архив by Kaska версия 2. И здесь нас встречают 3 папочки и различные ярлыки. Начнем по порядку. Настройка видеокарты. Это мы с вами уже делали. AMD-шка, Intel и Nvidia GeForce. Далее очистка. Delete M Files. Открываем папку, выделяем все файлы, Shift, Delete и да. То, что не удаляется, нажимаем просто отмена. Возвращаемся назад, Delete M Files, папка номер 2. То же самое, выделяем все файлы, нажимаем Shift, Delete и да. То, что не удаляется, отменяем. Disk Cleanup. Чистим диск C где-то раз в месяц. Твики реестра. Иногда помогают, иногда не помогают. Тут все индивидуально. Поэтому перед тем, как делать их активацию, я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Открываем папку, можем сделать вручную бэкап, либо уже есть готовые. Первые два файла реестра отключают Xbox DVR. Нажимаем PKM и слияние. Game DVR 2, PKM и слияние. Отзывчивая система PKM слияние. Сетевой тротлинг тут по желанию. И системный приоритет тоже PKM и слияние. MSI мод. Нажимаем PKM, запуск от имени администратора. Находим нашу видеокарту, ставим галочку на MSI и приоритет мы задаем High. И нажимаем Apply. Закрываем. Xbox Game Bar и аппаратное ускорение мы с вами уже настроили. Далее нас встречает схема питания. Если вам необходима схема питания максимальная производительность, тогда копируем данную команду. Нажимаем PKM, копировать, закрываем. Нажимаем PKM на пуск. Windows PowerShell администратор, либо командная строка. Нажимаем Ctrl плюс V. Если не вставляется, тогда PKM, Enter, закрываем, открываем ярлык схема питания, показать доп. Схемы и ставим галочку на максимальная производительность. Нажимаем PKM на пуск, диспетчер устройств, системные устройства, опускаемся слегка вниз и находим высокоточный таймер событий. Нажимаем PKM и отключить устройство. Нажимаем поиск, пишем изоляция ядра, целостность памяти, выключаем. После всех этих настроек залетаем в PUBG и наслаждаемся, если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. С вами был Kaska. Желаю высокого FPS.